Дональд Трамп не теряет надежды. Он уверен, что переговоры трехсторонней группы принесут результат. Зеленский просит усилить давление на Москву. В Кремле предпочитают молчать. Трамп договорился о сотрудничестве с губернатором Миннесоты, но отторжение республиканцев в штате уже необратимо, считает экс-кандидат в губернаторы. Стол для пинг-понга, боксерская груша и мусор. Что осталось от российских военных, которые покинули базу в Сирии? США засыпало. Синоптики прогнозируют. Буря стихает, но идут аномальные морозы. Биолаборатории существуют. В Майами ученые устанавливают GPS-трекеры бабочкам, чтобы отслеживать их миграцию. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Переговоры между украинскими и российскими переговорщиками возобновятся в воскресенье 1 февраля. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Также он призвал союзников не ослаблять давление на Москву. Сегодня наша делегация также представила полный отчет. Ребята вернулись после трехсторонних встреч. Спустя долгое время снова появился формат с американцами и россиянами. Им удалось обсудить различные вопросы более военного характера. Те, что касаются шагов по прекращению войны и реального контроля и мониторинга. Некоторые вопросы необходимо подготовить к следующей встрече. Ранее мы обсуждали, что команды снова встретятся в воскресенье. Было бы хорошо, если бы эту встречу удалось ускорить. Украина будет максимально подготовлена ко всем вопросам, которые необходимо обсудить и согласовать. Украина всегда была и всегда будет на стороне мира. И единственная сторона, ответственная за продолжение этой войны, это Россия. Нужны реальные дипломатические результаты, чтобы не создавалось впечатление, что россияне используют переговорный процесс в крайне циничных и жестких целях, затягивая введение новых мер давления на Россию, которые могли бы сработать. Давление необходимо. Именно давление — его последствия. Результат санкций, результат блокирования российских операций — все это работает на прекращение войны. Наши партнеры не должны забывать об этом. В Кремле же настаивают, пока рано делать даже предварительные выводы по мирным переговорам. Пока не время подводить какие-то итоги, даже предварительные. Это только начало работы, работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена. Как-то фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки не было бы неверно, тем более делать это публично. Не отказывается от мирного процесса по Украине и остается глубоко вовлеченным в него президент США Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. На данный момент мне неизвестно о каких-либо запланированных телефонных разговорах. Однако президент остается глубоко вовлеченным в процесс. И, разумеется, его регулярно информируют советники. В частности, Джаред Кушнер и специальный посланник Уитвов. О ходе этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но носила исторический характер. Команда президента действительно смогла усадить за стол переговоров обе стороны этой войны и продвинуть процесс ближе к миру. Поэтому президент не отказывается от мирного процесса. Он, разумеется, недавно встречался с президентом Зеленским, когда мы находились в Давосе, в Швейцарии. Однако на этой неделе я не располагаю информацией о запланированных телефонных переговорах. Венгрия обостряет конфликт с Украиной. Премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт вызовет украинского посла. Он обвиняет Киев во вмешательстве в парламентские выборы, которые пройдут в апреле. Заявление прозвучало на фоне жесткой антиукраинской кампании Орбана и падения рейтингов его партии. В Киеве эти обвинения пока не комментируют. На прошлой неделе украинские политические лидеры, а также сам президент, сделали резкие, оскорбительные и угрожающие заявления в адрес Венгрии и венгерского правительства. Наши органы национальной безопасности оценили эту последнюю украинскую атаку и пришли к выводу, что произошедшее является частью скоординированной серии украинских мер, с помощью которых они хотят вмешаться в венгерские выборы. Но мы не можем этого допустить. Любая попытка поставить под угрозу суверенитет Венгрии или целостность венгерских выборов недопустима. Именно поэтому сегодня я поручил министру иностранных дел Петеру Сиярто вызвать посла Украины в Венгрии. Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии. В Израиль возвращены останки последнего израильского заложника, удерживавшегося в секторе Газа. Израильская армия сообщила, что тело полицейского Рана Гвили находилось в анклаве более 840 дней.
Ран Гвили был убит 7 октября 2023 года во время атаки Хамас на юг Израиля. В тот день он находился вне службы и проходил лечение после травмы. В городе Мейтер у дома семьи собрались родственники и соседи. Мать погибшего Талик Гвили сказала, что возвращение сына домой стало для семьи облегчением после долгого ожидания. Я хочу сказать спасибо президенту Трампу, Уиткофу и Кушнеру. И, конечно, Биби Нетаньяху. Они пообещали мне вернуть моего сына домой. И они вернули его. Сестра Рана, Шира Гвили, заявила, что испытывает одновременно боль и чувство завершения. Вау! Я чувствую невероятное облегчение. Я чувствую облегчение. Мне грустно. Мне очень грустно, что все закончилось именно так, но это должно было закончиться в какой-то момент. И я так счастлива, что он возвращается домой. Рани в пути, Рани возвращается. В Белом доме подтвердили участие США в процессе передачи останков. Пресс-секретарь администрации Дональда Трампа назвала это крупным внешнеполитическим результатом. Как вы все видели, тело последнего оставшегося заложника, израильского заложника в Газе, было возвращено. Это огромное достижение во внешней политике для президента Соединенных Штатов, для государства Израиль и, откровенно говоря, для всего мира. Президент сделал невозможное возможным. Это отличные новости для президента, для Соединенных Штатов, для наших союзников, а также для мира на Ближнем Востоке. Кроме того, я понимаю, что более 20 новых стран также выразили готовность присоединиться к недавно созданному Совету мира в рамках восстановления Газы, что является еще одним историческим достижением этого президента. Возвращение останков последнего заложника выполняет одно из условий первого этапа американского плана по прекращению войны в Газе и может привести к частичному открытию пограничного перехода Рафах между Газой и Египтом. Дональд Трамп неожиданно сменил тон. Президент заявил, что после телефонного разговора с губернатором штата Миннесота Тимом Уолзом они оказались на одной волне. По словам Трампа, стороны договорились работать вместе, а в штат направят его советника по вопросам границы Тома Хомана. Губернатор Тим Уолз позвонил мне с просьбой работать вместе по вопросам, касающимся Миннесоты. Это был очень хороший разговор. И мы, по сути, оказались на одной волне. Я сказал губернатору Уолзу, что попрошу Тома Хомана связаться с ним, и что нас интересуют любые и все преступники, которые находятся у них под стражей. Губернатор очень уважительно это понял, и в ближайшее время я снова с ним поговорю. Он был рад, что Том Хоман отправляется в Миннесоту, и я тоже. У нас был колоссальный успех в Вашингтоне, округ Колумбия, Мемфисе, штат Теннесси, Новом Орлеане, штат Луизиана, и практически во всех других местах, которых мы коснулись. И даже в Миннесоте уровень преступности значительно снизился. Но и губернатор Уолз, и я хотим сделать ситуацию еще лучше. Это резкий поворот. Еще недавно Белый дом жестко критиковал власти штата за сопротивление иммиграционной политике. Никто в Белом доме, включая президента Трампа, не хочет видеть, как люди получают ранения или погибают на улицах Америки. Это касается Рене Гуд, Алекса Претти, храбрых мужчин и женщин, федеральных правоохранительных органов и многих американцев, ставших жертвами преступлений со стороны нелегальных мигрантов-преступников. Стрельба, произошедшая в субботу, остается предметом активного расследования Службы расследований Министерства внутренней безопасности и ФБР. Таможенно-пограничная служба также проводит собственную внутреннюю проверку. Как сказал президент Трамп вчера, администрация изучает все, что связано с этим инцидентом. И мы позволим расследованию идти своим чередом. Но давайте ясно скажем об обстоятельствах, которые привели к событиям в субботу. Эта трагедия произошла в результате преднамеренного и враждебного сопротивления со стороны лидеров Демократической партии в Миннесоте. Как законно избранный президент выполняет волю народа, арестовывая и выдворяя эти угрозы из нашей страны, в городах от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и до Миннеаполиса. Однако демократические лидеры Миннесоты с их политикой городов-убежищ активно игнорировали федеральное иммиграционное законодательство и волю народа. И в результате этого неповиновения 2 жителя Миннесоты трагически потеряли свои жизни на улицах штата Тима Уолза. Президент Трамп надеется, желает и требует, чтобы сопротивление и хаос прекратились уже сегодня. Именно поэтому сегодня утром президент Трамп напрямую поговорил с губернатором Уолзом и обозначил четкий и простой путь к восстановлению закона и порядка в Миннесоте. Тем временем в Миннесоте продолжается судебное противостояние между властями штата и федеральной администрацией. После гибели медбрата Алекса Претти штат требует остановить масштабную операцию миграционной службы. Суд пока не вынес решения, а напряжение в регионе остается высоким. Сошел с дистанции. Республиканец Крис Модел
объявил о завершении своей кампании на пост губернатора Миннесоты, заявив о несогласии с курсом национального руководства партии и признав сложные электоральные перспективы республиканцев в штате. Мадел, адвокат из Миннеаполиса, ранее представлял сотрудника иммиграционной службы, причастного к гибели Ренни Гуд. В своем обращении он заявил, что федеральная операция Operation Metro Surge вышла за рамки заявленных целей и привела к росту общественного напряжения, особенно среди цветных сообществ. По его словам, гибель медбрата Алекса Претти во время протестов стала переломным моментом. Мадел назвал происходящее подрывом доверия к правоохранительным органам и подчеркнул, что не может поддерживать партию, оправдывающую подобные действия федеральных сил. Вы были рядом со мной, и я всегда буду вам за это благодарен. Но сегодня я объявляю о завершении своей кампании. У меня есть две основные причины для этого решения. Во-первых, я не могу поддерживать заявленную на национальном уровне республиканскую политику возмездия в отношении граждан нашего штата, и я не могу считать себя членом партии, которая готова действовать таким образом. Вторая причина, по которой я прекращаю кампанию, заключается в том, что прежде всего я прагматик. Реальность такова. Национальные республиканцы сделали почти невозможным победу республиканца на выборах по всему штату Миннесота. Это простой факт. И я хочу ясно сказать. Я считаю, что многие несправедливо не отдают президенту должного признания за некоторые из тех вещей, которые он сделал для нашей страны. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность применением насилия в Соединенных Штатах и призвал провести расследование недавнего смертельного огнестрельного ранения гражданина агентами иммиграционной службы в Миннеаполисе. Я полагаю, что американские власти теперь тщательно выяснят, было ли необходимо стрелять в этом случае, действительно ли существовала угроза для участвовавших офицеров. В любом случае, я должен сказать, что считаю этот уровень насилия в Соединенных Штатах тревожным, если выразиться так. Ранее почти неизвестный глава пограничной службы США Грег Бовино внезапно оказался в центре внимания после жестких рейдов иммиграционной службы ICE в Миннеаполисе, пишет Билл. Издание отмечает, что 57-летний Бовино фактически стал публичным символом курса Дональда Трампа на жесткую борьбу с нелегальной миграцией. Он регулярно появляется во время операций лично, то в полном боевом снаряжении с автоматом, то в строгом черном пальто. Такой образ вызвал резкую критику. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом даже назвал его Грегом из гестапо, намекая на сходство визуального стиля с эстетикой нацистской Германии. Дополнительное внимание привлекли и видеоролики, которые Бовино выкладывал в соцсетях. Кадры рейдов смонтированы как экшн-фильмы под тяжелую музыку. По данным The Guardian, эти видео снимались специально выделенными сотрудниками и были рассчитаны на любовь Трампа к эффектным и жестким образом. Европа сплотилась вокруг Дании и Гренландии. На саммите в Гамбурге премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что речь идет не только о территории, а о ценностях и демократии. Позвольте начать с благодарности всем, кто присутствует здесь сегодня. Спасибо за вашу поддержку Гренландии и Королевства Дания. Думаю, всем стало ясно, что речь идет не только о Королевстве Дания. Происходящее затрагивает более фундаментальные европейские вопросы и ценности. Это касается наших демократических принципов. Это касается нашей целостности и того, кем мы являемся. И я должна сказать, что, по моему мнению, в последние недели Европа продемонстрировала силу и единство. Я благодарна за это, но также хочу сказать, это единственный путь вперед. Мы должны построить гораздо более сильную Европу. Чтобы прийти к этому, нам необходимо стать более самодостаточными, более конкурентоспособными и более независимыми. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил поддержку Копенгагену и пообещал, что Европа усилит свое присутствие в Арктике. Лидеры подчеркнули, единство сейчас – главный ответ на внешнее давление. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь подчеркнуть, Дания и особенно народ Гренландии могут рассчитывать на нашу солидарность. В то же время Европа в целом будет делать больше для обеспечения безопасности в Арктике. Это отвечает общим трансатлантическим интересам. Мы также договорились об этом сегодня. О двух рабочих направлениях для снижения напряженности между США и ЕС вокруг Гренландии договорились президент Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Также Рютте не забыл замолвить доброе слово о главе Белого дома. Одно рабочее направление будет заключаться в том, чтобы коллективно определить, как лучше предотвратить расширение доступа России и Китая к арктическому региону, в том числе в военном плане, где они становятся все более враждебным фактором. Речь идет и о том, как не допустить их проникновения в экономику региона. Это и есть одно из рабочих направлений. Мои отношения с президентом, послушайте.
Если кто-то делает хорошие вещи, а президент Трамп делает много хорошего, я буду это признавать. Я знаю, что снова раздражаю многих из вас, но считаю это правильным. Потому что, как я говорил и в Давосе, достижение всеми странами НАТО уровня в 2% расходов на оборону к концу 2025 года никогда бы не произошло без Трампа. Вы правда думаете, что Испания, Италия, Бельгия и Канада решили бы перейти с 1,5 до 2%? Что Италия стала бы тратить на оборону на 10 миллиардов больше в начале года без президента Трампа? Ни за что. Этого бы не случилось. И вы правда думаете, что в Гааге мы пришли бы к обязательству в 5% без президента Трампа? Ни за что. Поэтому, когда президент Трамп делает хорошие вещи, я буду его хвалить. И мне не мешает то, что он публикует текстовые сообщения. А если кто-то здесь снова считает, что Европейский Союз или Европа в целом способны защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу. И почему мы нужны друг другу? Я скажу вам. Во-первых, потому что и США нужны НАТО. Чтобы США оставались в безопасности. И, кстати, арктический регион здесь является ярким примером. Им нужен безопасный арктический регион, безопасное евроатлантическое пространство. И им также необходимо обеспечивать безопасность Европы. Поэтому у США есть такой же интерес в НАТО, как у Канады и европейских союзников по Альянсу. Но если Европа действительно захочет идти в одиночку, а некоторые из вас это планируют, забудьте. Даже с 5% вы никогда этого не достигнете. Потребуется 10%. Вам придется создавать собственный ядерный потенциал, что будет стоить миллиардов и миллиардов евро. И в таком сценарии вы потеряете главного гаранта нашей свободы — ядерный зонтик США. Так что, удачи. В Иране продолжаются массовые протесты. По данным ООН, силовики задерживают людей прямо в больницах. Тех, кто получил ранения во время уличных акций. Специальный докладчик ООН Майсато сообщает, сотрудники в форме и в гражданском заходят в медучреждения, ищут протестующих и увозят их в неизвестном направлении. Из-за этого многие раненые боятся обращаться за помощью. Люди остаются дома, рискуя жизнью. По словам правозащитников, семьи погибших сталкиваются и с другим давлением. Родственников заставляют платить тысячи долларов, чтобы забрать тела близких. Сообщается и о стрельбе по безоружным людям в грудь, голову, глаза. Такие случаи фиксируются по всей стране. Власти называют протестующих нарушителями порядка. Поступает множество сообщений от сотрудников больниц о том, что силы безопасности совершали рейды в медицинских учреждениях. Также есть случаи, когда семьи приходили в больницы, зная, что их близкие находились там накануне ночью, а на следующий день обнаруживали, что их родных там больше нет. Риторика, при которой мирных протестующих называют террористами или погромщиками, используется властями для оправдания жестоких репрессий. Она полностью игнорирует тот факт, что протест был внутренним и возник естественным образом. Та же самая риторика применялась и во время протестов 2022 года. Россия покинула одну из своих военных баз в Сирии. Речь идет об аэропорте Камышлы на северо-востоке страны. Эта база работала с 2019 года и была важной точкой влияния Москвы в регионе, где долгое время действовали курдские силы. В последние дни российские военные начали вывозить технику и персонал. Часть отправили на авиабазу Хмеймим на западе Сирии. Часть, вероятно, вернули в Россию. Здесь вы можете увидеть некоторое оборудование, которое они использовали для отдыха. Есть стол для пинг-понга, есть боксерская груша, видимо, для тренировок по боксу, немного картофеля и моркови. Это довольно мрачное место. Здесь вы видите весь мусор, который они оставили после себя. Эти силы находились здесь с 2015 года. Именно тогда сирийский диктатор Башар аль-Асад пригласил российские войска, чтобы защитить его от суннитского восстания. Их будущее стало неопределенным с декабря 2024 года, когда к власти пришел Ахмад аль-Шара, нынешний временный президент Сирии. Шара — бывший боевик Аль-Каиды, который теперь был принят международным сообществом и чьи силы сейчас вступили в конфликт с сирийскими курдскими формированиями, которые и заняли эту базу. Вот еще одна российская база, где вы все еще можете видеть развивающийся российский флаг. Они также все еще находятся в аэропорту Камышлы, но никто не знает, как долго. Пересмотр соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, который должен начаться позднее в этом году, будет жестким и содержательным. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Прежде всего, мои заявления в Давосе изложили то, как мы видим мир, с пониманием того, насколько он изменился. Думаю, канадцы осознали это еще несколько месяцев назад. Более того, Канада поняла масштаб изменений. Изменения в торговой политике США и то, что они означают для нашей экономики. Мы поняли это задолго до других стран и начали действовать. Контролировать то, что можем контролировать, укреплять внутреннюю экономику. И, что очень важно, диверсифицировать наших торговых партнеров за рубежом. Вторая часть — это позитивный момент. Поиск новых партнеров. В своих выступлениях я упомянул 12 новых торговых и оборонных соглашений за последние 6 месяцев на 4 континентах. И впереди будут новые. Например, обязательство работать совместно с Индией — лишь одно из многих. Все это укрепляет нас внутри страны, создает больше возможностей и делает нас менее зависимыми от Соединенных Штатов. И последний момент. В ближайшее время мы вступаем в переговоры. Официальный пересмотр КУСМА. Это будет серьезный и жесткий пересмотр, как и ожидается. Президент — сильный переговорщик, и я считаю, что некоторые из этих комментариев и позиций следует рассматривать именно в более широком контексте этих переговоров. Во Франции разгорелись острые дебаты вокруг возможного запрета социальных сетей для детей младше 15 лет. Законопроект обсуждается в Национальном собрании на фоне растущей тревоги из-за интернет-травли, зависимости от экранов и ухудшения психического здоровья подростков. Документ предполагает полный запрет доступа несовершеннолетних к социальным сетям, а также к функциям онлайн-общения, встроенным в цифровые платформы. Ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование уже в ближайшее время и может вступить в силу к началу нового учебного года. Эти социальные сети обещали объединять, но они раздробили. Они обещали информировать, но перегрузили. Они обещали развлекать, но изолировали. Вывод очевиден. Наши дети меньше читают, меньше двигаются, меньше спят и все чаще сравнивают себя с другими. Мне кажется, мы можем и должны объединиться вокруг простой, но жизненно важной борьбы. Отказа превращать детство в рынок, а нашу молодежь — в игровую площадку алгоритмов. Правительство поддерживает закон. Президент Эммануэль Макрон считает соцсети одним из факторов роста насилия среди молодежи и предлагает последовать примеру Австралии, где подобный запрет уже вступил в силу. Однако противники закона называют его трудноисполнимым и обвиняют власти в попытке заменить реальную психологическую поддержку подростков символическими мерами. Что касается социальных сетей, этот запрет будет легко обойден. Алгоритмы и дальше будут продвигать контент, ориентированный на молодежь. Опасный для подростков контент продолжит распространяться. Вы предложите закон, который невозможно применить. Умоете руки, проведете ПР-акцию. А в итоге расплачиваться за все будут сами молодые люди. США переживают одну из самых мощных снежных бурь за последние годы. Рекордные морозы и сильные снегопады обрушились сразу на восточные и южные штаты страны. По последним данным, погибли не менее 12 человек. Причины разные. Аварии на обледеневших дорогах, переохлаждение и несчастные случаи во время уборки снега. В зоне стихии оказались более 250 миллионов американцев. Без электричества остаются свыше 800 тысяч домов. В некоторых районах свет могут не вернуть несколько дней. Снегом накрыло территорию от Нью-Мексико до Новой Англии. В 18 штатах выпало более 30 сантиметров осадков, а на юге, где такие морозы бывают редко, лед валит деревья и линии электропередач. Шторм практически парализовал транспорт. Отменены более 19 тысяч авиарейсов. Это худший показатель со времен пандемии. Школы в крупных городах закрыты или перешли на дистанционное обучение. В Нью-Йорке коммунальные службы работают круглосуточно. Улицы расчищают тысячи рабочих, но власти просят жителей по возможности не выходить из дома. По данным синоптиков, сама буря уже уходит в Атлантику, однако вслед за ней в страну пришел арктический холод. Минусовые температуры сохранятся еще несколько дней. Пока россияне продолжают искать таинственные биолаборатории, которые никто так и не видел. Американские ученые заняты куда более прозаичными вещами, они следят за бабочками. В Майами впервые смогли отследить миграцию монархов в реальном времени. На спины насекомых устанавливают крошечные датчики, настолько маленькие, что весят меньше капли росы. Эти бабочки каждый год пролетают тысячи километров из Канады и северных штатов до Мексики. Причем делают это впервые в жизни, без навигаторов, инструкций и брифингов. Новая технология позволяет точно увидеть маршруты, остановки и даже то, где бабочки переживают зиму. Все без секретных лабораторий, только солнечная панель, Bluetooth и научный интерес. Ученые говорят, это может изменить понимание миграции насекомых и помочь изучать влияние климата на природу.
Речь идет не только о монархах. Эту технологию можно применять и к другим бабочкам, и к насекомым вообще. Например, крупным стрекозам. Есть и другие мигрирующие виды. Это настоящий прорыв в понимании того, как животные перемещаются в нашем мире. Было бы здорово использовать такие метки на саранче, тогда можно было бы отслеживать раи, которые сейчас крайне трудно прогнозировать. Это могло бы иметь и гуманитарное значение. Это первый год, когда такие метки стали массово доступны для насекомых, поэтому все начали с монархов, самых впечатляющих мигрантов. Но потенциал у технологии гораздо шире.